Эх, Жапония. Эх, страна технологий. Вот капец. Вот я сижу и все-таки думаю, на что же люди способны-то, а? Вчера он палкой грязь колупаешь, а сегодня он под водой на поездах катаешься. И ты представь, Вольф, мы с тобой едем сейчас на скоростном поезде в какое-то задрипанное село. Ха, это же что-то с чем-то. У нас даже в столице такие поезда не ходят. А, не то, что тут. Вольф. Вольф, слышь? Волчар, ты что, дрыхнешь, что ли? Что? Не, я просто об бытии задумался. Бытие, говоришь? Бытие — это штука сложная, о ней лучше не думать. Лучше им наслаждаться. Ну, типа как я сейчас. Вот ты заметил, какой у нас сейчас вид за окном? Ну и какой же? Да ну просто опупенный. Вода кругом, водоросли там, тина болотная, песочек. Вот прям как нас весной, ну только под водой. Ну, раз там такие обыденности, то я, пожалуй, еще Вот ничего ты, стажер, в жизни-то и не понимаешь, а? Ой, может, тут, конечно, и красиво, но все-таки как-то скучновато. Ладно, пойду разузнаю, может, у кого-то там газетка завалялась, что ли. О, Женлены, газетка есть? Sorry, we don't have any. Have a nice day, sir. Этих, наверное, нет, наверное, не понял. Может, это по-английски надо, что ли? Do you have a newspaper? I don't speak your fucking Russian language. Пошел на отсюда, слышишь, бля. Ай, ладно. Невероятно, неужели ни у кого там чудо-поезде не моя газета, а? Сначала так агитируешь, мол, технологии, все хорошо, а потом и газеты найти не можешь. Оба. Можно у вас, молодой человек, газетку одолжить? Да, конечно, вот, держите. О, спасибо тебе, добрый молодец. Хотя бы теперь узнать, что там в мире-то делается. Так. Вот, блин, сидишь на японском. А хотя бы тут есть English. Ну-ка, что там? Вот, вижу, карта. Это что такое? Так, подожди. Вот тут надпись на английском. Кума, что-то там. Мура, короче. Походу мы сейчас едем в эту провинцию. Тут типа лес, мост. Триллярова. Треклятые поезда. Что они там мерят, а? Фиг пойми. Ну, походу, поезд приехал, да? Ой, надо ж Вольфа пойти разбудить, а то он сейчас в другую еще большую селуху поедет. Ай. Свикс. Ну-ка, стряслись с дороги! О, ты это, уже проснулся? А ты думал? Эх, ну и что нам теперь делать тут, а? Можно, например, на карту посмотреть. А где она? Там, сзади. Глаза хоть разуй. Ну и на что тут смотреть, а? Все ж на japonском. Что, даже на английском нету? Нету. Тут ничегошеньки нема, ну... ладно, пошли туда отсюда. На местности там уже сориентируемся. Вообще, что-то я устал. Надеюсь, пока мы сюда добрались, этот треклятый дед от скуки не помер. А то мои души не получим. А ты что, думаешь, что люди способны залезть в воду обратно, тихо умирают лежа в постельке? 200, сколько же их тут, а? Да, навряд ли. На своей памяти я встречал множество дедов, да и ни один из них своей смертью так и помереть не успел. Они героично погибли на поле битвы? Да фиг знает, что для них там было полем битвы. Ну, они были теми еще занозами в заднице. Их пришлось ликвидировать. О,
Вот это я понимаю, культура. Прикольно тут у них, флажочки висят, мороженка, одежда, а может... Ладно, пойдем в деревню. Так, нам походу туда. Видишь мост? Вижу. Сложно бы не понять, что нам туда. Сколько нам идти? Да фиг знает. Впереди мост, потом лес, а за лесом, кажись, будет деревня. Я в газете видел. А давай я тебе расскажу историю, пока идем. Опять офигительные истории. Ну, я весь во внимании. Ну так, короче, отправили меня, в общем-то, служить в 41-м. Ну и, короче, таким образом наступило 8 А мая. разве там тогда не 9 было? Ну, тогда было 8-е. Это я точно помню. Часовые ж пояса разные были. О, смотри, там слева деревня. Да не. Ну что, да не. Доказательства. Дома стоят, трусы висят. Чего тебе еще Ну надо? там всего 3 халупы-то, и все люди на японском разговаривают. А вообще, насколько я помню из той газеты, основная часть деревьев находится дальше. Вон за тем храмом. За храмом. Какое-то странное архитектурное решение. Строить храм посреди дороги. Ну ладно, пошли. О, вон, ворота. Ну-ка, что-то написано... Блин, опять все на японском. Может быть, пойти спросить, что тут написано у тех людей слева? Ага, самый умный нашелся. На японском разговаривать, что ли, могешь, а? Ща пройдем через этот храм по-быстрому, и делов-то. Да. Ах, он что, заброшенный, что ли? Такой вроде древний храм, а разобран до последнего камушка. Ух, нифига себе, как солнце слепит. Ёлы Смотри, там палы, а? кости, скелеты. Мертвячина. Пойдем поглядим. Скелет мужской. Бугристостей довольно много. Довольно давний. Лет так 700, что ли, да? Ты чего кричишь? Орёшь как резаный. Тут были самураи. Самурай? Тут разве что груда костей, да и только. Да у тебя галюны, наверное. Пойдем, я вон вижу, там мост в деревню. Ага, давай, пойдем. Опять солнце заслепило. Да что ж такое? О, ёпота-то какая. Чего это? Может боится. Ну, я, по крайней мере, на чудище не похож. А я типа похож, да? Ну ты грубо, а? Че это он нам тут машет? Наверное, хочет, чтобы мы куда-то пошли. Походу к главному. О, главное, это хорошо. Да, тогда пошли давай. Доброе утро, уважаемый глава. А, блин, надо же на японском. Чего? Кто здесь? Господи, мне послышалось, или он что-то по-русски сказал, а? Да, вроде по-русски. А вы что, это из России?
Вы оттуда же? Да не, я он украинец, а Вольфан немец. А вы этот тип, как россиянин, что ли? Эх, все равно столько лет русского слова не слышал, а? А вообще, я японец, но можно сказать русский. А это как? Ну, для начала, вы вообще кто такие и чё сюда пришли? Наверное, это о вас Макото говорил, да? А, да, точно. Я Иуда Милрим. Это мой стажер Вольфан Бирфангер. Мы пришли расследовать некий удивительный феномен, виновник коего находится где-то в этой деревне. А я Тихон, вот глава здесь, в деревне. Из какого-то иностранного агентства вы, да? А этот некто, кого вы ищете, какие-то тяжкие преступления совершил, что ли? Нет, не, мы не совсем из агентства. Дело в том, что некий дед, который, скорее всего, находится у вас в деревне, у нас кое-что украл. И оно имеет очень большую ценность. Это, кстати, не вы были часом. Чё? Да чего такие заявления имел человек? И если кто и мог сделать, так точно не я. А можно вы конкретнее, пожалуйста? А почему это я должен вам все рассказывать-то? Вы ведь даже не из полиции, вообще не живете здесь. Кто вы вообще такие, если даже на вопросы не отвечаете? Это очень важно. Вам важно, а мне нет. И идите давайте отсюда, у меня еще там дел полно. Чего? Как ты, у тебя что, в плащ что поместилось, что ли это? А вот это уже не особо важно. Ну так что, вы нам расскажете? Ну, все это добро в обмен на информацию, ну, да пойдет. Еще раз, что вы хотите услышать? Нас интересует, есть ли в деревне пожилые люди, которые практикуют колдовство, ну или что-то в этом роде. Колдовство, говорите? Да вообще, кажется, есть тут один. В общем, около нашей деревни расположен горный хребет. Там, в одном разрушенном древнем храме живет... Можно мы пока присядем? Да, конечно. Каташи Накаяма. Дед старый. Много фигни в свое время натворил. Немножко поконкретнее, пожалуйста. Мрачный тип этот Каташи, в общем. Раньше, говорят, резал скот и обряды какие-то проводил. А потом коз... Да странный тип он, конечно. Творил ли он когда-нибудь что-то, ну, потустороннее, там, может быть, магией промышлял? Говорю же, ритуалы проводил он какие-то. По ночам, бывает, его халупа светится голубым. Да что он на том свете пропал, наконец? Тьфу. Ну, походу мы нашли нашего старикана. Уважаемый Тихон, а не могли бы вы нас провести к его хате на горе? Ну, за такое, ну хорошо, пару минут. Я старости задание дам на день там. И можем идти. А пока, сейчас, погоди-ка. Вот, держите. В горах холодно, замерзнете к чертям, а примеряйте, а я пока пойду. Откуда у вас такие кофточки? Да так, внуки бывает присылают. Эх, хоть в Союзе было. Да уж, штука реально теплая. С такой в снегопад пойти не страшно. Теплое-то да, ну блин, бескусица какая-то. Капец, я бы этому дизайнеру руки бы. А мне моя нравится. Понятное дело, мне он тоже твоя нравится, а у меня он рассвет не за горами. А, как раз таки за горами, вон он там горище какие. Да. Ты, блин. Так, вижу, вы тут приоделись уже. Я сейчас тоже что-нибудь накину там и пойдем. Ты прям Дед Мороз. А чё ж ты смеешься? Может, я еще снежок с Зато подарком тепло. Мне кажется, найдётся. вам очень идет. Спасибо, малец. Ну давай прекращай ржать, пойдем. Ладно, пойдем. Что-то скучно мы идем. Ну тогда сейчас пою. Один посредник наш отдел пришел, один посредник наш трубу принес. Когда ребята уходили, посредник на трубе играл. Играл про то, как плохо переписывать треклятые бумажки. Играл про то, как плохо всем, а хуже всего ему одному Так, не, посреднику. меня такие офигительные песни не устраивают. Давайте я лучше вам историю расскажу. Песни мои не нравятся. Я, может быть, старался, там 2 года писал, а они... Да этим твоим песням уже лет 20. Все время как едем. Один посредник, да не посредник. Я чуть с ума не сошел. Да это классика, это знать надо. Да мне твоя классика, знаешь ли. Давай что-нибудь другое послушаем.
Тихон, вы говорили, у вас есть что-то интересное? Я с радостью О, послушаю. вот заинтересован парниша. Рад. Это про меня как раз. В общем, было дело так. Отец мой, Звягинцев Игнат Прокофьевич, работал в географическом обществе СССР. Его, там в 43-м отправили сюда, в Японию, с экспедицией. Фольклор там собирать, всякие географические данные, ну и такое прочее. Фиг его знает, не вдавался в его дела особо. В 45-м батя что-то сильно загулял. И в итоге появился я. Что, вот так просто взял и появился? Не, с фейерверком. Офигительная история. Ну, вообще мне понравилось. Звягинцев Тихон Игнатьевич, значится. И он вас научил русскому и вот этому вот всему, да? Дед до 3 лет я с матерью жил. А потом батя приехал, вроде какой-то важный отчет сделал. У него пенсия была досрочная. Мать умерла то ли от болезни, то ли от чего еще. С этого момента батя, в общем, меня и воспитывал. Рассказывал, как в Союзе хорошо живется. Какой-то Сталин молодец там. Ну, такое прочее. А там я и русский выучил. Да уж, такой фигни и я в 50-е наслушался. Что? А? Там, на чем я остановился? Да, батя мой, да, вот. Батя потом построил эту деревню. Сюда пара людей перебралась, ну и зажили себе счастливо. Человек 20 нас затем было. Ну а там и росла деревня, а потом... А потом что? Да пошли как-то 3 парня в горы. Я уже не помню, как их звали. Было это где-то после смерти отца, в 85-м году, наверное. Вот это пошли в горы, куда мы сейчас идем. Ну и что с ними потом стало? Не вернулись? Ага, все деревни обходили горы, а их так не нашли. Каташи и не совались по понятным причинам, но походу это он и сделал. Жалко их. Походу, это тот, кто нам нужен. Если честно, я буду рад, если вы от него избавитесь. Вся деревня с облегчением вздохнет. Тут уж мы постараемся. Что-то дождь собирается. Это не дождь, точнее, это есть дождь, но тут у нас будет метель. Так что двигайтесь давайте, а то в бурю попадем. Мне еще оливье съесть надо. Да уж, начинает идти снег. Главное, на вершину забраться, а тут с такой заверюхой мы вверх не пройдем. О, дело говоришь. Давайте напряглись, поскакали. Да я ж, посредник, а не козёль горный. А это не сильно важно. Козёль не козёль, а взбираться будешь. Это кому надо, мне или тебе? Да, иду уже, блин. Фух. На вершины горы мы поднялись, теперь надо пройти еще метров 400-500, вон в том направлении. Там доберемся до дома Каташи. В эту метель еще идти надо? Да в Гималаях не так сильно метешь. Что это за селуха? Метет здесь, конечно, будь здоров. Штормит в деревне, небось. Эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела жена, пойду к девочке. Эх, яблочко, цвета ясного. Ты за белого, а я за красного. Когда мы там уже придем, а? Да там недалеко осталось. Стойте. Етить колотить, да это же... Нашли что-то? Матушки. Да ж те трое же. Те трое, что в гору пошли. С этим что-то не так. Офигеть, а? Будто бы тоже высушен. Как тот из того храма. Это уже очевидно. Но ваш чертов дедуля колдун на все 125. Отче наш, помилуй души этих 3. Это самое, мы тогда принесем вам эти останки, ладно? Вам это все тащить будет трудновато, а нам... Да, хорошо. то, что будет спасибо. сложно. Давайте я уже в дорогу проведу. В путь дорога, там метров 100 осталось. Ни хрена себе, а? Ну и халабутина. Эквивалент слова драндулет в архитектурном плане. Да, за прошедшие года эта халупа села еще больше. Погодите, а что там у него? Ничего себе! Он всю конструкцию гирляндами обвешал. Заняться мужику было видно нечем. Хотя где вот он гирлянды раздобыл, а? Хороший вопрос. Вот старик дает, а? А чё же этот храм такой раздолбанный? Сказать честно, я даже не знаю, когда этот храм построили. Может, лет 700 назад. Как и тот, который на пути к мосту. А там мародеры, ну и все такое проще. Как вчера, помню, где-то в году 2000-м. В реку хлюпнулась часть этой халупы. Такое надо было видеть.
Так а как он это все так держит? Магией, что ли? Ну так понятно, что магией. Ты дай посмотреть на это строение студенту-архитектору, так он с ума сойдет. Точно. Взбираться по гирляндам будем или как? Да нет, зачем по гирляндам? Там, в принципе, можно нормально подняться. Сначала по горам, потом по паре лесенок, вон там, а видите? Ага, вижу. Так, ну чё ж, я пошел тогда. Так, давайте обойдемся. Это ж почему еще? Помните, что он сделал с теми ребятами? Где гарантия, что он и вас не убьет? Логично. А почему он нас тогда троих сразу не убил? Ну, мы, так сказать, тоже излучаем некую магию. Наверное, она его и отпугивает. Да, в Союзе говорили, вот бога нету, магии нету. А что мне тогда делать предлагаете? Метель-то вон какая. Камень, дерево... подождите секундочку, я вам сейчас котынку соберу. Чумной, конечно, тебе напарник. И оливье из плаща достанет, и лачугу посреди гор построит. И никогда таких в жизни не видел. Точно с вами что-то не так. Ну, мы хотя бы вам не угрожаем. Ну да, это точно. Может, с вами дела какие нечистые, но пока вы мне даете оливье с костром, меня все устраивает, я так скажу. Слушай, малой, Чего? а вы случайно Тайзи Цюань не практикуете? Тайзи Цюань? Ну да, типа, я слышал, в Китае там старики, бабки по утрам выходят, занимаются этим деланием. Да не, я такое не практиковал. Вот оно как. Ну ладно. Эй, Милгрим, ты там закончил? Вот он, хорошо. Стенка, огонек. Вот и вышел уголок. Архитектор Уда Милгрим, милости просим, так сказать. А, спасибо. Сколько вы там будете? Ну, я сроков дать не могу. Может, так, минут 10, 30. Как выйдет. Полчаса подождать можно. Ладно, отправляйтесь свои дела делать, а я тут Если посижу. там вдруг заметите вспышки, порталы, там странные звуки. В общем, не удивляйтесь, все нормально, все под Да контролем. мне все равно, какой там пиротехникой будете орудовать. Главное, отправьте этого старика на тот свет. Будет исполнено. Эх, полезли в Вольган тогда. Так, сюда. Теперь сюда, потом сюда. Поднимаемся. Хорошо. Так, теперь сюда. Потом нет, сюда. Так, теперь сюда. Потом сюда. Ой, хорошо. А теперь что? Сдается мне, что через гирлянду можно взобраться наверх. Это ты как забрался по гирлянде лезть? Оборвется же. А чё, я ведь собрался? Да ты ведь полезешь. Чего? Да ж возмутительно. Ой, да ладно, кабели какие толстые, посмотри. Аж как-то странно. Да и если что, я подстрахую. Ты высоты, что ли, боишься? Ну, не то чтобы прям боюсь, но там это, в общем, не вот. Да. Трусишка, зайчик-посредник. Полезу первым, потому что у тебя такие страхи. Что такое? Тебя что, током бахнуло? Да не, что-то там не то. Меня как трясет. Ладно, по новой. Черт! Не так что-то с этой гирляндой. И я дотрагиваюсь, а оно как галлюциноген шибет. Штырево, что ли? Ну-ка. Ау! Да, что-то покалывает, но что-то в транс я не вхожу. Честное слово, сам не знаешь, что это. Эх, ладно, давай я по гирлянде полезу. А ты потом прыгнешь, и я тебя поймаю. Сойдет, наверное. Эх, взялись. Если бы посредники были стариками, то они бы ни почем никогда не подумали так высоко строить. Юда! Вольфа очень любит мед. Почему же кто поймет? В самом деле, Юда, черт! мед так нравится ему. На, давай, разбирайся.
близко. Обошлось. И легких. Я такой тяжелый. Паскуда. Эх, спасибо, что спас. Вот никогда больше не буду лазить по гирляндам. Лазить по гирляндах вообще дело стрёмное. Так, а куда это мы попали? Мы... Да фиг его знает, где мы. Тут вроде уже тепло. Пойдем-ка наверх. Ага, вот там наш развратный старикашка. А что такое? Все равно ж ничего не понимает. Походу нам надо сесть на эти подушки. Я где-то видел такое в книжках. Ладно, ну давай. Как они там говорят-то? Ничего. Эй, Вольфрам. По-моему, сейчас совсем не время для приветствий. Некультурно как-то это. Посмотри на него. Глянь ему в глаза. А что у него с глазами? Они что, высохли? Да, не знаю. Что-то мне подсказывает, что дела тут ох как не ладно. Да ясен пень, что дела не ладно, он у нас душу украл. Даже рот не открыл. Чего мы вообще сидим? Необходимо нанести удар. Подожди, это реально здесь не так. Я чувствую себя как-то неудобно. Типа отталкивать так что-то, да? Да, оно самое. Ты что делать собираешься? Вольфганг, нет! Слишком медленно, его так не достать! Офигеть! Будто 7 пулевых. Вот, блин, а старик не промах. Че ты тут встал? Иди давай, бей ему рожу. А ты? А я что? Думаешь, пока ты рядом, я буду стекать крови медленнее? Давай за стариком. Да, верно. Все, я побежал. Держись тут. Где же этот чертов старик, а? Я что, прошел через него? Да ну, походу он этот, полтергейст. Офигеть, он еще и молниями шпуляется. Ну, я сейчас придумаю, как тебя побороть, ты прыгать жапонский. Так, надо бы подняться и пойти прочесать уж обстановку. Слышу, что они выше, чем этот этаж. Вряд ли этот каташий на меня набросится. Ну-ка, ну-ка. Так, привидение. Как они там изгоняются? Так, привидение. Exorcis amus te omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis. Вот же хрен ты старый, а! Не действует. Что там надо, что же там надо делать? Блин, не помню. Что за машина, что ли? Или какая-то странная реликвия? Блин, я не помню. Домина Эксауди. Ну-ка.
Вольган! Черт! Вольган! Вольган! Вольган, черт побери! Да приди же ты в себя! Я же сейчас упаду! Вольган! Вольган! Отруби этот чертов выкачиватель! Это призрак, ему оттуда поступает энергия. Не беспокойся обо мне! Ах, блин, да что же ты делаешь? Лезь! Давай уже! Ах, да что же ты делаешь-то? Ай, боже. Ах ты ж, проклятый старик! Куда ты забрался? Exorcizzamus omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine in virtue Domini nostri Jesu Christi, dedicare et effugare ad ecclesia, ab animabus, ad imaginem Dei conditis, ac pretiosa divini, agnis inguini redempti. Крепкий малый. Ай, будут люди. Ай. Так, ну как же эта херня работает? Блин, а может быть кровью? Ну-ка. Прекрасная ночь. Такими ночами мне хочется пить кровь. Охренеть теперь. Ой. Ух. Ёперный театр. Церковь, что ли, потом построить? Иуда! Так, пульс есть. Иуда! Эй, очнись! Я тебе хороших вестей принес. Что случилось? Ты разнес старика и спас меня. Старик? Какой старик? Ну этот, Каташи который. Каташи. Он же душу должен был где-то оборонить. Блин, ищи давай, Вольфа! Пока не укатилась, ща наём. Блин, ищи, Где душа, бля. где душа? Куда же вижу. она делась-то? Где? А, где же она, где? А, как же я мог его упустить? Ай, блин, да где же оно? Записка. Записка. Блин, на японском. Вольфганг, эй, Вольф, ты что-нибудь нашел? Никак нет. Всю крышу с алтарем прочесал, ничего не нашел. Ай, ладно, тогда попросим Тихона перевести эту записку. Иуда, а подойди-ка сюда. Че там у тебя? Нашел что-то, чи нет? Нет, но кажется что-то подозрительное. Окей, сейчас подойду. Что там у тебя? Я чувствую, что с этими гирляндами что-то неладно. Ай, ну господи, ну опять ты со своими безделушками. Ну колятся они, ну блин, да обосраться просто можно. Я тут только что одну штуку открыл, смотри.
Ёлы-палы. Да ты, Эспер, во! Кто? Ну, экстрасенс. Ну, человек, который чувствует больше обычного. Ну, такие вот видения... Погоди, Экстрасенс, говоришь? А среди... ты хочешь сказать, что гирлянды это души? Ну, типа того. Думаю, что в одной гирлянде сразу по нескольку душ. Чем-то напоминает коробки для вагончиков. Охренетительные у тебя ассоциации. Это, конечно, что-то. Ну, ты же мне в поезде сам рассказывал, что души и прочее можно запечатать в... Да, практически что угодно. Вот тебе и камуфляж. Думаешь, что тут живет поехавший старикан? На самом деле какие-то души-бароны водятся. А может это, тогда обойдем все гирлянды? Ну, вдруг там, наверное, что-то ценное есть. Да нет, тут особо не насмотришься. Такие видения много сил расходуют, а я, знаешь ли, не телевизор. Ага, правильно. Знаете, что сделаем? Пойдем спросим у Тихона, какой к нам ближайший более-менее крупный город, да? И найдем отдел японских посредников. А там к ним зайдем, чаю попьем. А позвонить нельзя? А ты знаешь номер, да? Ну давай трубу. В смысле? А в наш У отдел? меня такая услуга не подсвечена. Выделенные сети? Нет таких. Как это нету? С ума сойти можно. Призвали, вот понимаешь, на тот свет служить, а как служить, думай сам. Ну а что ты хотел? Мне вот 8 десяток лет идет, а я то не знаю, как этими телефонами пользоваться нормально. А на министерстве такие древние люди живут. Шо упы-пупы с каменного века видали. А ты хочешь, чтоб тебе твои сети подключили, а? И щукаешь, а? А, кстати, ты как, кстати, сам? Более-менее. Живот полностью работает, хотя рука особо не функционирует. Ясно. Да, знаешь, Милот Соломон, он в свое время рассказывал, что каждый посредник должен как минимум несколько раз умереть, а вот только тогда он потом может считаться настоящим посредником. А ты уже умирал, что ли? Да, было там одно дело во Вьетнаме. Откачали, благо. А так, я что хотел сказать, да. Ты уже, считай, умер. Что? Ну смотри, ты, походу, к тому моменту, как я со стариком разобрался, да, уже коньки отбросил. И я притащил тебя, засунул в этот выкачиватель, да? И отдал мне примерное количество энергии, чтобы я ожил. Благородно с твоей стороны, спасибо. Погоди, а с тобой все нормально? Да, так, в глазах темно. Ну, в общем, нормально. Не такой уж он и старый хрящ, как я думал. Первое впечатление все-таки обманчиво. Добро пожаловать на практику, гуманитарий. Пошли спустимся к Тихону. Ага, почесали. И да, спасибо, что спас меня. Вот доброе утро, Тихон Игнатьевич. Просыпайтесь. Шо? Ах, Как спалось-то? о, здрасте. А. Уже вернулись, что ли? Все готово. А тут это... О, замело меня что-то. А что это, уже утро, что ли? Угу. Давайте мы вас откопаем. Давайте, пожалуйста. Так что там, разобрались с кота-то? Разобрались. Он, как оказывается, давно там уже помер. А там все время был призрак вот он. Да, вот у нас тут записочка мы нашли тут. Она, походу, ключ к тому, что мы ищем. Вы бы не могли, пожалуйста, перевести, а то она все на жапонском. Местоименными существительными говоришь. Давай сюда, и все равно же знаю. Да чего стали? Вы там меня раскапываете-то, пока я читать буду, а то замерзну. Да. Так. Пишет, в общем, этот некто неизвестный тут, что в случае, если они придут, то надо сделать следующее. Разделить, душу, что ли, на 5 частей. Чего? Да подожди, ты не перебивай, старший. Вот, а потом пишет, закинуть части, закинуть в США, потом в какую-то глубинку, Испанию, потом Питер, а самое главное, на Луну. Душу разделить. А какие-то записки сумасшедшего прям. Милгрим, ты чё? Чёрт! Тут громкий какой-то. Чё раскричался-то? Черт бы его побрал. Вот что он делал, пока Вольфа меня подтягивал?
Блин, я так хотел закончить наконец это чертово дело. Хрен бы его побрал. Теперь нужно устраивать хреновую кругосветку. Да чё ж за свинство это такое? Почему нельзя как нормальные злодеи оставить там душ где-то под ковриком в шухляде? Ай, господи, ну за что? Ситуация явно не из лучших. Да ладно, чел. Милгрим, найдется эта твоя душа. Тихон Игнатьевич, а как это вас все-таки угораздило уснуть посреди метели? Да как? Ну не знаю как. Смотрю я вот на халупу эту, вижу вспышка и звук. Думаю, такой бум. Вот это теперь собирать. Думаю, точно надо церковь строить. А тут бац, и меня вырубило. Проснулся вот только сейчас. Ясненько. Пальцем потыкал. Тогда... Эй, Готово. вставай давай, мы идем в деревню. Удобного. Иуда, Жди вот это хить. Иуда, ты меня слышишь? Ищи эти кусочки подглатывай. Походу он не пойдет. Тихон Игнатьевич, сделайте милость, занесите вот эту деревню, а то я не донесу, у меня рука, походу, сломана. Он, как я понимаю, с места сходить Рука не собирается. сломана? Матушки, что ты сразу не сказал мне? На тебе, Давай шину наложим, вон, доски кусок. Сейчас понесем твою Иуду. Спасибо. Дай я тебя перебинтую. Вот так-то лучше. Спасибо. Не за что, собственно. Так, ну что ж, Иуда, эй! Давай, залазь внутри. Работать, это падла. Давай. Тихон Игнатьевич, еще кое-что. У вас есть с собой мешок? Мешок был где-то в кармане. А тебе зачем? Ну, я пойду останки соберу. Мы же обещали. Это, бери тогда, в левом кармане. Ага, Она утекает. Рука, глаза, свою долю. спасибо. У вас собрал уже? Ага. Ну идем тогда, Милгрим, хорошую распылить. Вольфган, давай я тебе историю расскажу. Давайте. Хотя бы веселее идти В будет. общем, как-то раз забрел я в один лес, а там... О, все, устал. Слышь, Милгрим, слезай давай с меня. Вы же супостат какой, а? Что, мы уже пришли, что ли? Ага, пришли, принес я тебе. Так, ну тогда спасибо. Мы тогда пойдем. Всего доброго. Так, товарищи, свитеркес дать, марш! Да, точно, так точно. Уже уходите? Да, всего хорошего. Ага. Тогда. До свидания. Доброго вот вашей хате. Ну, мы тогда пошли. Давайте. Большое спасибо. Подождите, Тихон Игнатьевич, нам так неудобно. Мы вас кое-что еще хотели спросить. Ну, вперед! Какой ближайший к вашей деревне более-менее крупный город, а? А то у нас есть дело еще одно. А это есть неподалеку город Нагано. Он где-то в 45 километрах от нашей деревни. На вокзале туда ходит поезд. Доедете за часа полтора. Ну, хорошо тогда. Все, мы тогда пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, еще раз. То за что вы, не за что. Да, как же. Будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо большое спасибо. Очень рад. Ну, мы підемо тогда. Все, до свидания. Kishimura Highway City 助手席
Вольфа! Ты, блин, Юда, там встал. Как поспал, братишка? Фу, блин, иди отсюда. Что такое? Что случилось? Ты что, дерьма в тарелку накидал, а? Не, я не накидывал. Я ведь тебе покушать принес. Ну и что ты мне принес-то? Дерьмом, слушай, за километр. Это хлеб, это сладкий хлебушек. Почему он выглядит как кусок? Ну это у них деликатесы есть. Я вон сам уже покушал и тебе вот принес. Всё!